Это животное появилось задолго до египетских пирамид. Удивительно, что обитая только высоко в горах Южной Америки, оно сохранилось там же в природных условиях и по сей день, не изменив своей исконной территории. Приветствую всех любителей животных! Сегодня мы поговорим об одном из самых интересных и милых животных на Земле – альпаке. Они не только очаровательны, но и имеют много интересных особенностей. Давайте же начнем. Существует две породы альпака – уакая и сури. Отличаются они характером и шерстяным покровом. В природных условиях альпака обитает исключительно в Южной Америке, причем именно в высокогорных районах Анд. В наше время их можно встретить на территории таких южноамериканских стран, как Перу, Боливия, Аргентина и Чили. Причем самые большие стада альпак водятся на Перуанском Нагорье, где они пасутся порой на границе снегов. Интересно, что неоднократно предпринимались попытки вывести альпак в другие страны. Но в природных условиях иных мест они, к сожалению, не принимали. Согласно легенде индейцев Кичуа, потомков инков, альпака была послана самими богами, а точнее именно она сопровождала богиню Пачамаму, прародительницу всех людей, когда та впервые появилась на земле. Спутником богини альпака было выбрано за свой миролюбивый нрав и великую пользу, которую она способна принести людям. И действительно, в жизни инков и других южноамериканских индейцев альпака занимала и занимает такое же значение, как лошадь, корова и свинья в жизни наших предков. Альпака является дальним родственником верблюда и близким родственником ламы. Считается, что альпака ведет свое происхождение от ламы, и многие даже путают ламу и альпаку. Альпака – мозоленогое животное, у них отсутствуют копыта, а ходят они с опорой на фаланги пальцев. Вместо копыт у них мозолистый вырост в качестве ступни, а их двупалые конечности обладают изогнутыми и тупыми когтями. Благодаря такому необычному строению лап, альпака, в отличие от тех же овец и коз, не могут вытоптать пастбища своими копытами из-за их отсутствия. Вес альпаки составляет в среднем 70 кг, а высота в холке достигает 1 метра. Продолжительность жизни альпаки может достигать до 25 лет. Главной визитной карточкой этого животного является густая шерсть альпаки черного, коричневого или белого цветов. Именно шерсть представляет главную ценность альпак. Когда-то шерсть альпаки даже использовалась как валюта. В древности из шерсти альпаки изготавливались одеяния для инских царей, жрецов и прочих знатных вельмож империи инков, в то время как простые индейцы довольствовались одеждой из шерсти лам. Впрочем, и в наше время шерсть альпаки имеет большую ценность. Например, ее экспорт является важной частью экономики Перу. Шерсть альпаки сохраняет тепло в 6 раз лучше овечьей шерсти, при этом обладает тонкой и нежной структурой. Помимо шерсти, очень ценится мясо альпаки за их вкусовые качества. Оно получило признание диетологов и кулинаров как самое вкусное и полезное и диетическое. 100 грамм мяса альпак содержит 23 грамма белка и незначительное количество жиров. Одно взрослое животное дает до 23 килограмм мяса, половина из которого предназначена для приготовления колбас, ветчины и сосисок. Верхняя челюсть альпак полностью лишена зубов, зато верхняя губа устроена по принципу верблюжьей. Она мощная и раздвоенная. На нижней челюсти имеются резцы, расположенные под углом. Именно они подкашивают траву, подхваченную верхней губой. Желудок альпак, в отличие от других жвачных травоядных животных, состоит из 3 отделов, а не из 4. Тем не менее, пищеварительная система альпак весьма эффективна. Так, для прокорма стада из 30 особей вполне будет достаточно пастбища в 1 гектар. Животные питаются травянистыми растениями, сорняками, листьями и побегами многолетников. На фермах в их рацион добавляют овощи, фрукты и минеральные добавки, что положительно на них влияет. Альпаки – стадные животные, чувствующие себя в безопасности исключительно в компании своих сородичей. Стадо альпак состоит из нескольких семейных групп. Возглавляет стадо самый крупный альфа-самец. За ним в иерархии следует несколько самок, приближенных к вожаку, а затем молодняк. В стаде альпакам легче обороняться от потенциальных врагов, главными из которых являются опасные хищники, пумы и ягуары. В случае угрозы все стадо поднимает громкий рев.
призванные напугать неприятеля. В качестве средств самообороны альпаки могут орудовать своими лапами и плеваться. Впрочем, плевки – это наследие от верблюжьих родственников. Применяются не только для самозащиты, но и для разборок внутри стада между самцами. Альпаки – миролюбивые животные, но здесь есть лишь одно исключение – брачный период, когда несколько самцов претендуют на одну самку. В этой ситуации самцы альпак, подобно многим другим животным, превращаются в агрессивных соперников. Обычно в стаде альпак существуют гаремные устои. Главный альфа-самец альпака имеет гарем самок, с которыми периодически спаривается. Беременность самки альпака длится 11 месяцев, после чего на свет появляется один детеныш. В редких случаях может родиться двойня. Детеныш альпака при рождении весит 1 килограмм, и уже через час после своего появления на свет он способен встать на ноги и следовать за стадом. Спасибо, что посмотрели это видео об альпаках. Надеюсь, что вы узнали что-то новое и интересное об этих удивительных животных. Альпаки не только красивые и милы, но и имеют важное значение для жизни и культуры людей, особенно в Южной Америке. Если у вас есть возможность, обязательно посетите страны, где живут альпаки, и узнайте больше о них. Конечно же, не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!